Приветствую, с вами Виктор Т13. В данном видео я хотел бы ответить на большинство вопросов пользователей, которые задаются в чате Patreon, да и в общем-то, в принципе, Telegram-чате, и хотел бы прояснить некоторые детали. Информация из данного видео не заслуживает быть в полноценном видеогайде, поэтому отнеситесь к ней как к таким посиделкам за чаем. Да? Можете взять себе чаю и включить меня фоном для того, чтобы прослушать эту информацию. Ну а кто-то, может, захочет поиграть в какую-нибудь игрушку и так далее. Но, в общем, в любом случае рекомендую послушать. Для тех, кто будет говорить, что в этом видео много воды, я знаю, что в нем много воды и в нем будет целый океан воды. Поэтому, если хотите коротко, то переходите в описании к видео по тайм-кодам. Итак, первый вопрос, самый популярный, был до некоторого времени. В мае месяце, в мае месяце или в апреле месяце я выпустил видео, в котором я рассказывал по поводу систем лицензирования браузерных антидетектов. Я очень эти системы лицензирования ругал. Я рассказывал, как могут сливать информацию с вашего компьютера, где хранится вся информация о вашей работе и так далее и тому подобное. Кто хочет, ссылочка будет в описании. И в то же время, через некоторый небольшой промежуток времени, я беру и пилю систему лицензирования в свой антидетект. Как такое может быть, да, спросите вы? Какие-то двойные стандарты у Вектора. Другим можно, другим точнее нельзя, другие все плохие, а Вектор хороший. Почему так получается? Я готов вам ответить на данный вопрос. В антидетект браузерах, которые я описывал, используются самописные системы лицензирования. Иными словами, что в этих системах лицензирования находится внутри, вы знать не можете. И я не знаю, например, да? То есть передавать они действительно могут абсолютно любую информацию с вашего ПК, следить за вами могут, делать все, что угодно, да? Мы об этом уже проговаривали, не хочу сейчас об этом говорить еще раз. Почему же моя система лицензирования, встроенная в антидетект, не может следить за пользователем? А я вам расскажу. Ответ будет сейчас у вас на экранах. Вот он. Я использую, наверное, самую популярную систему лицензирования, которая присутствует в мире. Да? Каждый человек, который пользуется моим антидетектом, будь то версия для Patreon, будь то персональная версия, например, он может ознакомиться с сетевыми соединениями. Да? Мы сейчас к ним перейдем чуть-чуть позже. Все сетевые соединения, собственно говоря, система лицензирования, она направлена только на один ресурс, на сайт kgen.sh. Вот он. Каждый из вас может на этом сайте зарегистрироваться абсолютно бесплатно, да, и посмотреть, что есть внутри в этом сайте, да, то есть какие возможности предоставляет данная система лицензирования. Это не реклама, это просто, чтобы каждый пользователь, у которого есть сомнения, он мог зайти и посмотреть, есть ли там слежение за кнопками на клавиатуре, есть ли там скриншоты, есть ли там воровство паролей и так далее. Да? То есть каждый из вас увидит, что этого нету. Моя система лицензирования, которая используется в антидетекте, она полностью открыта. Каждый может ознакомиться с ее документацией, каждый может ознакомиться с ее внутренностями, каждый может попробовать ее самостоятельно. У них есть бесплатный план, который можно использовать самому, например. У кого есть даже самые простейшие навыки программирования, да, там школьные скамьи, грубо говоря, тот может попробовать использовать данную систему лицензирования и привязать ее к своему софту. А никаких других соединений, кроме как соединения к сайту kgen.sh, к их системе лицензирования, у меня нет. Поэтому для тех, кто радовался и думал, что у меня двойные стандарты, и я ругаю только антидетект браузеры, вы не правы. В антидетект браузерах используются системы лицензирования самописные. Кстати, интересный вопрос. Не задавали ли вы себе, не задаете ли себе вопрос, а почему они тоже не использовали, например, kgen.sh? Ведь хорошая система, очень удобная, не нужно платить огромные деньги на то, чтобы построить свою систему лицензирования. Здесь платишь, по-моему, $160 я плачу в месяц. Да, $160, вот, и там, по-моему, до 25 тысяч человек можно подключить. Почему же почему же антидетект браузеры не используют такую простую систему?
Задумайтесь. Интересный вопрос такой на засыпку, да? Видимо, потому что в ней как раз нет такого функционала. Ну ладно. Итак, идем дальше. Зачем вообще появилась система лицензирования, да? То есть на кой черт Вектор ее внес? Зачем она нужна? Было ведь все хорошо абсолютно без этой системы лицензирования. А я вам расскажу. Давайте мы с вами перенесемся в апрель месяц этого года, 2021. В апреле месяце 2021 года я выпустил последнюю версию Antidetect OWASP, да, на платформе VirtualBox 5.2.2. Antidetect просуществовал 3,5 года в том виде, в котором многие из вас его застали. И 3,5 года для такого проекта это действительно очень большой срок. И фактически для поддержки этого проекта все время был только один человек, это я. Да? Вот. Поэтому это хороший срок, и я действительно доволен результатом, доволен той поддержкой пользователей, которую я получил за это время, и невероятно большому опыту. Но знаете, всему приходит конец. Да? Я стремился создать свою некую экосистему, да, то есть вот какой-то такой свой круг, и я не сильно хотел этот круг расширять. Кто знает, кто общался со мной, да, я не очень клиентоориентирован. Объясню почему, потому что фактически любой антидетект, когда он становится продуктом невероятно массовым, да, он, во-первых, привлекает к себе излишнее внимание, а во-вторых, он перестает быть эффективным. Увы, это факт. Поэтому, если, скажем так, можно было бы сделать, да, зайти на какие-нибудь иностранные ресурсы, там, дать рекламу, антидетект, да, и увеличить, буквально, по моим просчетам, за месяц можно было бы поднять количество клиентов на Patreon до 4-4,5 тысяч. Это вообще не составляет никакого труда. Вот. Но тогда пострадали бы пользователи. И фактически вот эта экосистема, она начинала страдать. Я вам сейчас покажу как. Первый звоночек, который прозвенел, он прозвенел в марте месяце, когда определенная группа людей в Телеграме создала вот такой вот, создала такую группу, да, в которую выложили версию Antidetect Patreon за март месяц, выложили доступы к MyMobile Report, к SOX Report, когда они еще были разными ресурсами, да. Вот. И, собственно говоря, цель группы непонятна. Цель группы, скорее всего, просто-напросто насрать и навредить. Да? Ну что ж, у них это получилось, только насрали они себе сами в штаны. Почему? Потому что, выложив доступы к MyMobile, они получили что? Они получили один единый ресурс, который привязан теперь к аккаунту Patreon. Нет аккаунта Patreon, нет доступа к этому ресурсу. Выложили Antidetect, да? А вот у Antidetect появилась система лицензирования. То есть теперь Antidetect можно совершенно свободно версию для Patreon скачать с основного канала Vector T13 Technologies, установить ее на себе, но, увы, пока у тебя не будет ключа от этого софта, он бесполезен. Скажу сразу, я даже не надеюсь, что он не будет взломан. Вообще. То есть взломают, окей, бога ради, нет проблем. Самая основная задача это защитить не от каких-то там таких злых страшных дядек, да, а защитить от массового пользователя из стран Азии, который, увы, действительно любой софт, попадающий в паблик, он их убивает. Давайте сейчас мы с вами пройдем на небольшой экскурс в Google, да, переходим и давайте теперь поищем Antidetect Patreon. Давайте вот, например, Premium Edition April, да, то есть Google нам сам предлагает. Итак, что мы здесь смотрим? Так, находим какую-то вот вторая ссылка у нас, Skynet Zone. Я не знаю, что мы сейчас найдем. В принципе, он выложен уже. Так, давайте посчитаем. Первая ссылка, это получается, вторая ссылка в Google уже есть у нас, да. Дальше есть у нас BHF. Кстати, еще хочу обратить ваше внимание, дата публикации 25 мая. Antidetect апрельский был выложен мной на канале в июле месяце, а это за 2 месяца до того, как я слил его в паблик. Так, здесь
не знаю, непонятный форум, что там дальше. Вот давайте посмотрим еще один. Пожалуйста, есть ссылка, есть пароль, можно скачать. И, судя по тексту, вы понимаете. Ну, для тех, кто не совсем понимает, это Вьетнам. Да, то есть у нас, получается, мы на первой странице в Гугле нашли две ссылки уже, да? Можем погулять, в принципе, по остальным страницам. Но я вам скажу так, что погуляв, можно... Вот еще какой-то ресурс. Мудаки даже не могли слово куки написать. А вот и смотрите, вот и антидетект Patreon. 7 мая выложен. 7 мая выложен, но нужно на этом говносайте зарегистрироваться, чтобы в него попасть. А хостинг под стиллер, ботнет, ну, в принципе, мы понимаем категорию, где-то класс 7. Итак, к чему я это веду все? Я это веду к тому, что софт обрел очень большую популярность, да, потому что действительно, вот кто помнит версии для Patreon, там начинают с января, январь, февраль, март и особенно апрель, они позволяли работать, ну, фактически с любыми сервисами и действительно были очень качественным продуктом. Но, увы, из-за того, что софт попал в паблик, попал он в паблик фактически через несколько дней после того, как вышел у меня на канале, да. После того, как он попал в паблик, его эффективность начала сильно понижаться. Сейчас на данный момент не обладаю статистикой уже, потому что ссылка была удалена из облачного хранилища. Но когда я смотрел последний раз, там было около, ну, практически доходило до 30 тысяч скачиваний. 30 тысяч, да? А теперь представим себе, что количество пользователей Patreon не превышало ни разу больше, чем 500 человек. Да? В среднем, то есть оно колеблется около 300. Оно постоянно вариативно, потому что некоторые люди добавляются уже ближе к концу месяца, например, в последние числа, да, количество патреонов растет. В первые числа, когда происходит списание с карт денег, оно резко уменьшается и так далее. То есть, в принципе, сейчас на данный момент где-то активное число пользователей патрона около 400-450 человек. Многие перешли, конечно, на оплату криптовалюты и так далее. Но благодаря этим людям, благодаря пользователям легитимным, да, которые поддерживают проект на Patreon, благодаря им и идет развитие данного проекта. И фактически, кто давно наблюдает за антидетектом, огромное количество изменений произошло вот за последние несколько месяцев, да? То есть, как только появился Patreon, появилась возможность привлечь еще дополнительных разработчиков для работы над этим проектом. Что, собственно говоря, и было сделано. И когда мы перешли на версию Antidetect 3, основанную на момент выхода на версии VirtualBox 6.1.20, действительно за этим стоит результат фактически полугодовой работы, наверное. Поскольку Antidetect не является единоличным проектом, помимо антидетекта есть еще гостевые дополнения, есть еще EFI, есть еще BIOS и так далее и тому подобное. Да? То есть это такой конгломерат различных проектов, которые образуют свою такую небольшую экосистему. Так вот, пользователи, которые являются легитимными и которые помогают в развитии данного проекта, они, скажем так, они начали быть под угрозой. Вот. И угроза эта заключалась как раз в пользователях из Азии, которые начали софт сливать. Иными словами, есть абсолютно легитимные хорошие люди, да, которые помогают проекту, а есть вот такие вот вредители, как говорил один человек, кровосисы. И эти кровосисы, увы, действительно начали портить статистику людям, которые поддерживали проект. Поэтому было принято решение о внедрении системы лицензирования. Признаюсь честно, когда
мы проектировали проект Antidetect 3, да, когда вот осуществлялся переход и так далее, мы не думали, что необходимо будет внести систему лицензирования, необходимо будет сделать привязку к железу компьютера и так далее. Вот. Но, увы, пользователи нас вынудили к этому, и фактически, я скажу так, на данный момент я не видел, где есть взломанная версия, где есть еще что-нибудь, и эффективность работы на Antidetect Patreon сейчас в людях, которые привыкли уже к нему, действительно выше, чем когда-либо, выше, чем на каком-либо другом моем релизе. Поэтому я считаю, что пусть в этом проекте будет мало людей, да, но эти люди не будут мешать друг другу, толкаться задницами, грубо говоря, и будут работать себе тихо, спокойно. Чем меньше людей знает о проекте Antidetect, тем лучше. Вы можете заметить, что я фактически нигде не рекламлюсь. Да? У меня есть, например, хорошие, скажем так, контакты в Телеграме, и мы делаем взаимную рекламу, то есть они прорекламили мой канал, я прорекламил их канал. Ну, это взаимный пиар, так называемый. Вот. Но фактически я не выкупаю рекламу на форумах. Что такое форумы, я уже забыл, наверное. Мне абсолютно на них уже плевать. Я не выкупаю рекламу где бы то ни было, поскольку в данном случае проект находится в своем самом лучшем виде, в самом лучшем количестве людей, поэтому я призываю вас не рекламить мой продукт. Не рекламить его, не приглашать людей. Кто умный, кто смекалистый, тот сам найдет, сам разберется. А кто просто, скажем так, захочет попробовать, ну, у такого человека, во-первых, ни черта не получится, во-вторых, он нам не нужен. Он нам не нужен ни в комьюнити со своими дебильными вопросами, он нам не нужен ни в захламлении Телеграма, а как что работает, а как это и так далее. Поэтому, подведя небольшой такой итог, да, система лицензирования была введена не потому, что Вектор жадная сволочь, да, такой жук-скоробей, а потому что необходимо было защитить пользователей от гостей из Азии, которые начали этот софт сливать. Поэтому не переживайте, система лицензирования используется официально, ни на какие сервера Вектора, которых не существует, да, ни на каких коннектов не идет, никакая информация от вас не утекает, ничего абсолютно у вас не воруется, в отличие, как я же говорю, если сравнить с другими самописными системами лицензирования, в которых мы не знаем, что находится. И в первую очередь я хочу помогать пользователям, хочу помогать тем, кто помогает развитию проекта, и призываю вас не рекламить данный проект, не рекламить его. Спросят у вас, на каком вы антидетекте, скажете, да, есть там один, какая разница, иди посмотри, зайди в Google, вбей, скачать антидетект, супер антидетект и кнопку бабло. Вот пусть они лучше туда идут. А мы с вами останемся такой небольшой группкой. По поводу, опять же, системы лицензирования. Хотел бы сейчас обратить ваше внимание. Давайте запустим сейчас антидетект. Вот видите, у нас при запуске антидетекта происходит подключение к серверу KGNSH. Мы видим, что у нас кому выдана лицензия, когда она истекает, и также у нее есть статус. Статусов может быть несколько. Первый статус — это статус valid, значит, собственно говоря, с лицензией все окей, вы можете начинать работу. Второй статус — это suspended, это значит, ваша лицензия прекращена вручную. Да, вручную я ее прекратил, например. Такое бывает, если, например, Patreon заблокировал ваш аккаунт. А также здесь может быть статус expiry, то есть означает о том, что ваша лицензия истекла. Да, то есть, опять же, вот по поводу expiry, некоторые люди спрашивают: Вектор, а что же случится через месяц, когда лицензия истечет? Я говорю, ваша карета превратится в тыкву. Все. То есть фактически через месяц антидетект
превращается из антидетекта в практически обычный VirtualBox. Почему в практически обычный? Потому что он лучше, чем обычный VirtualBox, тем, что вы можете даже вот просто взять тесты Pafish, да, и запустить их в обычном VirtualBox и в антидетекте, у которого истек срок годности. Вот и можете увидеть и сравнить разницу. Почему же так опять Вектор сделал? А объяснение этому очень простое, потому что если сделать так, что один раз купил лицензию и всю жизнь пользуешься, то через буквально месяц у нас будет уже несколько тысяч человек, и опять мы придем к тому же самому эффекту, как при эффекте слития антидетекта в паблик. Поэтому я скажу так, та сумма, которая выбрана, да, вот $90 подписка на Patreon, Patreon забирает себе довольно большую комиссию, сразу вам скажу, но вот некоторые пользователи говорили: сделай антидетект дешевле. Почему так много? И знаете, я вам что отвечу? Вот я нахожусь в Харькове, в Украине, в очень небогатой стране. В очень небогатой. Я просчитал, за сколько времени можно заработать $90. И даже здесь, в моей деревне, эти деньги вообще без каких-либо проблем зарабатываются максимум за 2 дня. Есть вариант заработать их за 1 день, но это начиная с 5:30 утра и фактически до часа ночи. И необходимо будет на 4 работах поработать. Вот. Но эти деньги вполне реально заработать за 1 день. А если пользователь начинает ныть и говорить, что ой, $90 это так много, это вообще это неподъемно, я столько не зарабатываю, да пошел ты нахер. Ну, нужно быть полным мудаком, чтобы сидеть, тратить там дней 5-7 или больше, или месяц люди тратят для того, чтобы как-то попытаться настроить, работать старую слитую версию, да, а не потратить эти деньги на то, чтобы получить нормальный софт. Если ты не зарабатываешь $90, если ты не можешь себе позволить $90 в месяц, то никакой антидетект тебе не поможет. Вообще никакой. Поэтому не покупайте. Если для вас мой антидетект дорог, не покупайте и не используйте его. Ну, это для тех, кто, может быть, будет слышать мой такой подкаст в первый раз. Поэтому сумма небольшая, сумма абсолютно подъемная для любого человека. Если не подъемная, значит вы... Попробуйте другой продукт. Вот что я могу сказать. Есть он антидетект браузеры по сколько? По 10, по $15 в месяц. Вот я думаю, они в принципе вам помогут. Так вот, продолжаем. Да? Идем дальше. Заканчивая этот опус, да, я хочу сказать так. Нет бедных людей, есть люди ленивые. Вот и все. Даже самый тупой человек, вот самый тупой, который может выполнять монотонные действия, даже он способен заработать намного больше денег, чем ленивый умник. Итак, нажимаем ОК. Вот у нас, собственно говоря, наш антик открылся. Да, то есть произошло соединение к системе лицензирования. Следующее соединение у нас происходит, когда мы запускаем виртуальную машину. Поэтому я хочу обратить ваше внимание на то, что очень часто у пользователей существует такая проблема. Я ее сейчас покажу. Вот мы открываем сейчас Proxifire. Вот мы его открыли, да? Давайте, так, сейчас мы проверим правила. Да, вот есть правила для VirtualBox. Супер, и даже тут какой-то у меня проксик выставлен. Не знаю, рабочий или нет, сейчас проверим. Открываем наш, соединений нету, да? Открываем наш антидетект. Вот он пошел, соединение одно, видите? API keygen.sh. И ожидание. Табличка не появляется. Почему табличка не появляется? При запуске антидетекта 4 раза происходит попытка соединиться с определенным интервалом, да? То есть, если по прошествии этого времени мы не смогли соединиться, вот видите, что сейчас произошло? Мы не смогли соединиться, да? То антидетект нам об этом скажет. Вот сейчас мы немного подождем и, собственно говоря, увидим все своими глазами. Ну, для тех, кто, опять же, хочет убедиться, вот есть, видите, попытка номер 2 пошла. Вот есть адрес системы лицензирования, то есть никаких левых коннектов никуда абсолютно не идет. То, что здесь меняется IP-адрес, ну, это хорошо, это просто меняется API самого кейгена.
И как вы видите, сейчас не появляется у нас табличка с антидетектом. То есть он у нас якобы сейчас вообще не запущен. Давайте немного подождем. Вот, третья попытка у нас прошла. Ну и скоро будет четвертая попытка, в результате которой нам антидетект скажет, что у вас нет соединения. Так что первое, на что я хочу обратить ваше внимание. Когда вы запускаете антидетект, проверьте, чтобы у вас было, чтобы у вас был хотя бы живой проксик, да? Потому что если проксик мертвый, то вы, соответственно, не сможете подключиться к системе лицензирования, и антик у вас не запустится. Также вы можете сделать еще одну штучку. Вы можете добавить, например, правило исключения. Да? Это правило исключения, оно позволит антидетекту соединяться напрямую к API keygen.sh. Это, в принципе, может являться для вас определенным таким выходом. Вот, но у нас уже пошло шестое соединение. Не хочет у нас никак наш антидетект сдаваться и все пытается соединиться. Давайте его не будем мучать, да, и поставим ему сейчас прямое соединение. Вот смотрите, сразу подключился, видите? Окей. Давайте нажмем ОК, сейчас создадим новую машинку. Ну и будем смотреть, что здесь происходит у нас в статистике. Есть ли левые коннекты какие-то? Итак, создадим новую машинку, пусть это будет, не имеет значения, мы просто платформу сейчас проверим. Да? Вот смотрите, создали мы платформу, очищаем здесь лог и давайте уберем сейчас прямое соединение, поставим тоже через прокси. И запускаем наш антик. Видите, опять пошло соединение к API keygen.sh, и виртуальная машина у нас не запускается. Точно так же, я говорю, как при старте антидетекта, так же и при старте виртуальной машины происходит проверка на предмет валидности ключа. Да? Вот. И, соответственно, если у вас выставлен проксик, у вас виртуальная машина просто, например, мертвый проксик, у вас ваша виртуальная машина не запустится. Либо же максимально, что может произойти после многих попыток соединения, запустится виртуальная машина просто с черным экраном. Больше ничего. Да, то есть можем, в принципе, ждать, а можем сейчас зайти в Proxification Rules и здесь сделать опять Direct. Вот давайте посмотрим. Сейчас еще одна попытка у нас должна произойти. И после этого виртуальная машина у нас, как вы видите, начала запускаться. Да? Вот у нас на заднем плане начался ее запуск. Вот она у нас, собственно говоря, предлагает нам выбор диска. Поэтому будьте внимательны с вашим сетевым соединением. Обращайте внимание, чтобы у вас, например, ваш firewall не блокировал ваше соединение. Если вы используете проксик, то чтобы этот проксик был действительно жив. Потому что через мертвый проксик у нас интернет-соединение не потечет, и ваш, собственно говоря, антидетект не заработает. Да? На этом, я думаю, про систему лицензирования мы можем закончить и переходить к следующему вопросу. Следующий вопрос у нас относительно простой. Давайте я сейчас закрою это все. Итак, наш следующий вопрос. EFI. У многих пользователей EFI на этапе работы с антидетектом он вызывал массу проблем. Да? Вот мы видим, здесь у нас есть EFI сейчас, да, система EFI. Да? Он включен у нас. EFI – это загрузчик нашей операционной системы. По сути своей, в VirtualBox он в основном используется для работы с macOS. Для Windows его Oracle не хочет применять. Но в антидетекте мы его применяем. Объясню, по какой причине мы его применяем. Мы его применяем, потому что наличие EFI является одним из триггеров детекта виртуальных машин. Это первое. Второе. Наличие EFI загрузчика также влияет на парочку современных тестов проверки виртуальной машины, да, которые связаны с ним. Поэтому использование EFI, во-первых,
закрывает 3 основных и 4 дополнительную производную уязвимости, которые могут привести к детекту вашей виртуальной машины. Также использование EFI очень сильно ускоряет работу вашей виртуальной машины. Наверняка вы скажете сейчас: блин, там же есть такой специальный баг один, да? Там есть баг, в котором ты получаешь ошибку якобы, да? Давайте сейчас вызовем этот баг. Прежде я сейчас настрою нашу виртуальную машинку. Как настраивать ее, вы можете увидеть в гайде, собственно, да? Давайте вот выберем сейчас какой-нибудь здесь сокет, окей. Так, и секунду, не выбрал видеокарту. Есть. Итак, запускаем нашу машину. Вот, видите, вот эта штучка называется, многие думают, что это ошибка. На самом деле эта штука называется очень просто Shell. Это вот написано в самом верху у нас, да, UEFI Interactive Shell. Я сделаю сейчас немного побольше, чтобы вам было видно. Ну, вот так. Я думаю, всем видно. Что же делать с такой ошибкой? Вот сейчас у нас shell такой появился. Ну, вообще, почему она появляется, да? Первопричина ее. Первопричина ее в том, что shell наш, EFI, не знает, откуда загружаться. То есть сейчас, вот, когда мы первый раз запускали машинку, мы должны были вставить образ диска. Мы этот образ диска не вставили, да? То есть не установили ни черта. Запустили машину еще раз. И все, она теперь не понимает, откуда ей загрузиться. Что делать в таком случае? В таком случае можно вот так вот на клавиатуре набрать Exit и нажать Enter. После чего вы попадаете в boot-меню. Boot-меню, то есть меню загрузки. Вот у нас есть возможность здесь сейчас с вами выбрать английский язык, французский язык, да, останется на английском. У нас есть штука такая здесь, вот видите, я перемещаюсь. Boot Manager. Нажимаем Enter. И, пожалуйста, у нас есть с вами Toshiba CD-ROM. Вот он, наш первый диск. Второй диск у нас MediaMax. Это у нас Winchester, наверное, да, потому что там не написано, что это CD-ROM. Включаем логику. Третий у нас это Interactive Shell, Internal Shell. Да. То есть, например, в Internal Shell мы уже знаем, да, что будет, если мы перейдем в Internal Shell. Давайте попробуем еще раз зайти в boot меню. А если мы выберем Winchester, что произойдет? Ничего не произойдет, видите? Экран моргает, но ничего не получается. Почему? Потому что у нас там ни черта нет. Он полностью пустой и грузиться неоткуда. Поэтому, судя по логике, если Shell нам ничего не помогает, на Winchester ничего нет, значит, наверное, включаем логику и грузимся с CD-ROM. Нажимаем Enter, и у нас ни черта не происходит. Почему у нас ни черта не происходит, знаете? А я вам расскажу почему. Потому что мы не вставили все-таки наш образ диска. Поэтому, когда я нажимаю сейчас на CD-ROM, ни черта не происходит. Происходит попытка загрузиться, но не более. Идем Devices, Optical Drives. И вот у меня здесь есть образ нашей операционной системы. Да? Вот вставили мы его. Давайте теперь попробуем загрузиться. Пошло все. Пошло дело, да? И точно так же. Если вдруг у вас этот shell появился в процессе вашей работы, почему он вообще появляется у вас в процессе работы? В процессе работы он у вас появляется, потому что при использовании утилиты anti-OS там есть такая галочка System SN, системный серийный номер. Это номер системного диска. Так вот, когда с помощью anti-OS вы меняете номер системного диска, в таком случае вам, опять же, UEFI не понимает, откуда ему грузиться. И нужно зайти в boot-меню и указать ему: грузиться, пожалуйста, вот с Winchester. Это абсолютно несложно и доступно, я думаю, ввести Exit на клавиатуре, нажать Enter и парочку раз стрелочкой, но я думаю, доступно каждому, да? Поэтому вот вы видите, сейчас у нас совершенно спокойным образом начинается установка операционной системы Windows. С нашим EFI Shell, я думаю, мы разобрались. Вопрос этот можно закрыть. И можно переходить к следующему. Следующий момент. Какую же систему выбирать? Да, выбирать систему Home, выбирать систему Education, выбирать систему Pro. В разных гайдах я советую разное, да? То есть где-то я советую использовать систему Pro, где-то систему Home Single Language. Я скажу так, здесь ситуационно по стране.
Веб-ресурс не сможет определить, какую конкретно версию операционной системы вы используете. Так что здесь с этим вы можете вполне расслабиться. Сможет определить ее браузер ваш, сможет определить ее, например, локальное установленное программное обеспечение. Но обращать на это внимание я не рекомендую. Идеальным вариантом, если вы работаете с веб-ресурсами, будет система 10 Pro N. Если вы работаете с локальным программным обеспечением, это либо Home Single Language. Я сейчас остановлюсь на системе Home, потому что в ней есть один интересный подводный камень. Но прежде установим ее. Кстати, вот за все время можете посмотреть, провести у себя самостоятельно тест. Возвращаясь к системе лицензирования, да? Никаких коннектов, кроме как к KGNSH, нету. Да, так что можете не переживать. Который раз говорю, за вами никто не следит. Итак, переходим к нашему интересному подводному камню с системой Windows 10 Home. Итак, что же, собственно, это за важный момент? При использовании системы Windows 10 Home у вас не будет возможности создать офлайн учетную запись. И это действительно очень интересный момент, особенно при работе по США с локальным программным обеспечением. Да? То есть, например, с тем же самым Microsoft Store, с AdWords Editor и с популярными гэмблинг-клиентами. В США система Windows 10 Home фактически все активированы онлайн. Да, то есть вот на этом этапе вы видите, вы не можете здесь внести сейчас, ввести офлайн аккаунт. Вам нужно ввести номер телефона, email или Skype. Вы можете нажать здесь вот создать аккаунт, да, и, собственно говоря, теперь уже начинать создание аккаунта Microsoft. Я бы рекомендовал это делать вам, то есть вот, например, get new email адрес, да, то есть на этом этапе произвести регистрацию аккаунта. Я бы рекомендовал это делать тем, кто, повторюсь, работает с локальным программным обеспечением. Если вы работаете с интернет-ресурсами, тогда вы без проблем можете сделать следующий трюк. Смотрите вот сюда. У нас нигде сейчас нет такой возможности, да? Вот нажимаем на иконки двух мониторов, Connect Network Adapter. Вот когда мы так сделали, и тут не стоит галочка, это все равно, что мы выдернули кабель интернета из нашего компьютера. Нажимаем назад, и, пожалуйста, у нас есть возможность ввести наше имя пользователя. Да? Для тех же, кто не хочет заниматься настройкой операционной системы Windows, вы можете просто на клавиатуре ввести комбинацию Ctrl-Shift-F3. И попасть в режим аудита операционной системы Windows. И в таком случае вы можете пропустить весь этап настройки и сохранить свое время. Но я не рекомендую этого делать. Дальше. Вот это псевдоприватность, которую нам предлагают. Вы можете отключать полностью все, кроме пункта Location, потому что локацию мы будем с вами подменять, да? Нам нет смысла ее отключать. Вот, в принципе, единственный подводный камень, который отличает систему Windows 10 Home от Windows 10 Pro в нашей с вами работе. Можем переходить к следующему вопросу. Итак, следующий вопрос. Вот мы установили систему, да? Какое-то уродское у нас разрешение экрана. Надо его, наверное, поменять. Нажимаем правой кнопкой мышки на рабочем столе, Display Settings. И не можем мы его с вами поменять. Почему мы его не можем с вами поменять? Я расскажу. Если мы используем EFI, то изменить разрешение экрана мы можем только после установки драйверов. Если мы не используем EFI, если кому-то не хочется, да, и кто-то не хочет слушать моих советов, то вы можете изменить разрешение сразу же после установки. Давайте мы с вами перейдем к гостевым дополнениям. Что это такое? Во-первых, да, гостевые дополнения. Изначально в самом VirtualBox появилось такое понятие, как гостевые дополнения. Почему они называются так? Гостевые, соответственно, для гостевой машины. У нас есть хост-машина, наша физическая, да, вот наш компьютер. И есть гостевая машина, то есть виртуальная машина. Гостевые дополнения позволяют расширить функционал. По сути своей, гостевые дополнения – не что иное, как драйвера.
у нас есть несколько устройств, да, которые связывают нашу гостевую машину с хостовой. И у нас есть, например, наша вот виртуальная видеокарта. Для нее нужно поставить драйвера, чтобы она могла у нас нормально работать. Поэтому компания Oracle назвала это гостевые дополнения. В нашем случае все гостевые дополнения находятся в папке Drivers. Здесь есть три папки. Папка ITI, папка Intel и папка NVIDIA. Что же нам с ними делать, да? Какой драйвер нам запустить? Мы когда с вами заходили вот сюда, в настройки нашей виртуальной машины, мы здесь смотрели, что у нас видеокарта Intel, да, Intel HD Graphics 510. Значит, соответственно, нам нужно установить драйвера Intel. Они есть всего-навсего одного типа, да, то есть здесь драйвера для всех видеокарт Intel, хоть для десктопа, хоть для лэптопа. Соответственно, открываем это. Тестовый, на всякий случай скажу, тестовый режим. Не нужно включать. Все драйвера подписаны компанией Microsoft. Нажимаем Next, Next, Next. И вот здесь сейчас у нас с вами происходит установка того же самого буфера обмена, общей папки, видеокарты, всего того, что нам понадобится. Не нужно искать какие-то другие драйвера. И, боже упаси вас от фантастической идеи, когда некоторые пользователи пытаются скачать, определяют, какое оборудование в антидетекте, и пытаются скачать драйвера с официальных сайтов. Я, в принципе, не запрещаю этого делать, но у вас должно быть понимание, что не всегда это может работать корректно, да? Поэтому все, что нужно для работы, все, что нужно, кроме прокси, да, есть в антидетекте. То есть больше ни черта вам не нужно делать. Но если кому-то хочется поэкспериментировать, вы вольны в ваших действиях. И если эксперименты будут удачными, я с удовольствием на них посмотрю. Да? И если там будет что-то интересное, упомяну вас в титрах, что называется. Вот. Ну а по сути, повторюсь еще раз, все гостевые дополнения, все полностью драйвера, они находятся в папке Drivers. Дополнительно скачивать, искать что-то, находить себе на ровном месте геморрой не нужно. Вот мы сейчас установили гостевые дополнения, перезагружаем нашу систему. И сейчас посмотрим, есть ли у нас возможность выставить хорошее, красивое разрешение экрана или нет. Вот видите, система с EFI работает невероятно быстро. Для тех, кто, кстати, повторюсь еще раз, каждый раз я в видео говорю, для тех, кто хочет, чтобы система работала быстро, используйте накопители M2. А также не так влияет количество ядер на работу виртуальной машины, как их частота. Учтите это тоже. Итак, давайте сейчас проверим наши драйвера. Вот так поставили маленький режимчик. Маленькое разрешение экрана. И вот, смотрите, у нас можно выставить вообще любое разрешение экрана, какое хотите. Вот такое я сейчас поставлю, в принципе, 2560. У меня мониторчик большой, поэтому у меня есть такая возможность поддерживать такое разрешение экрана. Ну, даже, в принципе, 175%. Итак, по поводу драйверов, я надеюсь, мы с вами разобрались. А теперь я предлагаю перейти к AntiOS. Что же это за зверь такой AntiOS? Давайте вот сейчас открываем наш... Да, кстати, вот видите, у меня чуть-чуть сглаживание поплыло. Да? Почему так происходит? Так происходит почему? Потому что у меня основная видеокарта NVIDIA, а я ставлю внутри Intel. Поэтому я бы хотел вам порекомендовать. Если у вас видеокарта ATI, да, хостовая, значит, ставьте хостовую ATI и ставьте гостевую тоже ATI. Если Intel, то ставьте Intel. Если NVIDIA, то ставьте, соответственно, NVIDIA. В данном случае я сейчас немного подправлю отображение шрифтов с помощью ClearType. Где он у нас, только я забыл. Так, запускаем ClearType, вот так вот сделаем. И вот видите, у нас, обратите внимание сейчас на рабочий стол. Видите, какие значки, какой текст. А теперь я включаю. Раз, и уже стал получше. Да? То есть включу себе ClearType. Итак, переходим все-таки к AntiOS.
На папке с гостевыми дополнениями есть такая волшебная папочка Tools. В ней есть различные утилитки. Я хочу вас с этими утилитками познакомить. Для тех, кто только пришел, для тех, кто не знает и так далее. Вот начну я с утилиты AntiOS. Пока будем устанавливать, я расскажу историю этой утилиты. Утилита изначально была создана вектором T13 для вектора T13. Она использовалась мной чисто в таких, можно сказать, отладочных целях. Я проверял с ее помощью, как у нас меняется оборудование. Ее увидел один из пользователей и, собственно говоря, говорит: классная утилита, опубликуй. Базара нет, сказано, сделано. Опубликовал эту утилиту, она всегда была бесплатной и... в ней было много-много всего. Суть основная в чем этой утилиты? Суть заключается в том, что у нас есть три основных источника, скажем так, три уровня зависимостей наших идентификаторов. Первый уровень зависимости – это аппаратно зависимые идентификаторы. Второй уровень зависимости – это программно зависимые идентификаторы. Третий уровень зависимости – это гибридный, то есть там у нас программно-аппаратно зависимые идентификаторы. Так вот, антик, по сути своей, это просто-напросто железяка. И да, я предвосхищаю ваш вопрос, да, эта железяка может работать просто без каких-либо настроек вообще. То есть поставил себе новую материнскую систему, изменил в ней железо, скачал браузер и все, и бегом в бой. И тот AntiOS нафиг не нужен. Мы используем AntiOS для того, чтобы при создании клонов нашей материнской системы изменять программно-зависимые отпечатки. То есть изменять в первую очередь идентификаторы нашей операционной системы. Давайте загрузим ее. Открываем наш AntiOS. Итак, первое, что нас с вами сейчас встретит, это система смены SID. Что такое SID? Вот это вот значение. Заходим в панель PowerShell. Да? Переходим в командную строку. Да? Вот у нас в HMI, да? В HMI, по-моему, там SID. Или не так. Короче, пес с ним. SID – это идентификатор нашего ПК и нашего пользователя. Вот в таком он виде, да? Можно получить его из командной строки, но, честно, я просто забыл, какая там команда. Этот идентификатор нужно менять. К нему действительно идет запросы из систем лицензирования софта, и он используется также в различных технических отчетах о работе программного обеспечения. Как его поменять? Есть программа, называется она Seed Changer. Да, можно ее найти в интернете, стоит она около $100 за один ПК. Вот, и она не работает. Все. Второй вариант – использовать AntiOS. Но Вектор настолько гениален в своем AntiOS, что он сделал революционную просто систему подмены. Знаете какую? Я вам сейчас покажу. Идем в диск C, Windows, System 32, опускаемся чуть ниже. Так, где она? Стоп. И находим такую папку под названием sysprep. Вот она. Тут есть утилита sysprep. К этой утилите обращается AntiOS, когда вы нажимаете кнопочку Change SID. Все. Больше ничего не происходит. Объясняю, почему я выбрал такой путь. Дело в том, что встроенное средство Windows, да, в данном случае System Preparation Tool, оно используется для того, чтобы подготовить систему к переносу на другой носитель. Но в то же время оно может использоваться и в нашем случае производной является смена SID. Единственное, что вам нужно понять, что вам необходимо сменять этот SID, когда вы ставите вот здесь галочку Generalize. Это обязательно. Потому что если вы запустите просто, например, из папки sysprep без галочки Generalize, у вас SID не поменяется. Только с галочкой Generalize у вас SID поменяется. И фактически AntiOS делает очень простую штуку. Он обращается к утилите sysprep
и говорит, что нам нужна опция генерализации. Все. Ну или как-то генерализация, или как-то так. Все, после этого у нас начинается, собственно говоря, процесс смены сида. Здесь пользователи часто ловят ошибку. Я не знаю, как ее сейчас воссоздать, эту ошибку. Ну, в принципе, я думаю, это и не сильно нужно. Ну, в общем, короче, если вы ловите какую-либо ошибку, в 100% случаях это ошибка не anti-OS, а ошибка операционной системы Windows. Anti-OS тут не виноват, поэтому не крошите на меня батон. Вы ловите эту ошибку в большинстве случаев из-за того, что у вас имеются неустановленные критические обновления Windows. Поэтому, если вдруг поймали эту ошибку на материнской системе, да, просто обновите и дальше в бой. А вообще, по сути, я бы рекомендовал после установки материнской системы потратить время на ее апдейт. Как сделать апдейт, на всякий случай покажу, мало ли. Нажимаем правой кнопкой мышки на меню Start, переходим в настройки, и здесь Update and Security. Windows Update, да? И вот нажимаем Check for Updates. Почему это сделать лучше на материнской системе? Дело в том, что Windows все равно будет автоматически проверять обновления. И он будет у вас скачивать их каждый раз на каждом клоне. А это означает что? Это означает, что у вас упадет скорость работы, потому что ваш проксик будет занят не тем, как прогрузить страничку с заветным товаром Амазона, а будет занят тем, как загрузить апдейты операционной системы. Поэтому лучше сделайте это сразу же на материнской системе. И тогда, соответственно, каждый клон, который вы будете создавать, он будет создаваться уже с апдейтом, да, то есть скачивать ничего не нужно будет. И, соответственно, тот же самый SID у вас будет меняться без каких-либо проблем. Давайте все-таки сейчас перейдем на вкладку Windows IDs, да, и посмотрим здесь. Ну или давайте не. Давайте, наверное, мы посмотрим сейчас на параметры UUID и HVID. Ранее данные параметры, то есть в предыдущих версиях антидетекта, Antidetect 2, Antidetect OWASP, Antidetect Patreon первой версии, они менялись автоматически. Вот даже здесь с тех пор и осталась надпись Modified during cloning in Antidetect, да? То есть меняются автоматически. Но мы в Antidetect 3 перешли на систему ручной смены. Она существует, вот мы сейчас с вами сидим на сентябрьской сборке Antidetect Patreon, да? Я скажу так, что либо в второй редакции сентября, то есть там у меня есть такая штука, как выходит основная версия антидетекта, да, вот, например, September. И также могут выходить еще и обновления, например, September R.2, да, то есть ревизия вторая. Это означает минорное обновление. Так вот, скорее всего, что либо во второй ревизии сентябрьской, либо в первой ревизии октябрьской будет система автоматической рандомизации параметров железа. Эта система не автоматическая, точнее, а полуавтоматическая. Будет кнопка при клонировании, будет кнопка, точнее, чекбокс такой, поставить, который будет сам рандомизировать железо при клонировании. В персональной версии добавится система Smart Random. Что это, не будем сейчас обговаривать, это касается только тех, у кого персональные версии. Так вот, если вы хотите изменить параметры UUID и HVID вручную, давайте это сделаем. Давайте запомним сейчас наши параметры и сохраним их. У нас же все работает, да? Поэтому мы сейчас включим себе буфер обмена. На хостовой машине создадим файлик. И пропишем в него UUID, HVID. Есть? Есть. Берем наш UUID, копируем его и вставляем его сюда. Точно так же с HVID. Для тех, кто не знает, что такое UUID, UUID это Unique Universal ID. Уникальный, универсальный идентификационный номер. Он используется всеми видами программного обеспечения, которые только можно представить. HVID, сокращенное от Hardware
ID. Это хэш-функция, которая позволяет привести параметры железа к единому машиночитабельному значению. Итак, вот мы сохранили наши параметры, да? Выключаем нашу операционную систему. Видите, у нас уже апдейты подтянулись. Но мы их сейчас ставить не будем. Итак, выключаем полностью нашу операционку. Вот с неустановленными апдейтами, даже если мы их не устанавливаем, оно все равно может долго выключаться. Не надо делать так, как сделал я сейчас. Итак, заходим в настройки. Anti-Detect, Hardware, Motherboard. Вот у нас видим System UUID, да? Давайте попробуем поставить какой-нибудь другой. У нас стоял 9C. Давайте попробуем 2F663. Нажимаем ОК. Загружаем нашу операционную систему. Сколько прошло? Я засекал, вроде бы 12 секунд. Это хороший показатель. Если у вас быстрее, то вы вообще молодец. Итак, наш UUID. Давайте посмотрим на него. Изменился он или нет? Так, вот он наш UUID. Давайте скопируем его. Так, копируем. И вставляем его сюда. Соответственно, как вы можете заметить, UUID у нас изменился, при том, что HVID у нас остался тем же, да? Давайте теперь поменяем HVID. Закрываем нашу машинку. Повторюсь, не выключайте систему так, как я. Иначе можете нарушить ее целостность. Заходим в Anti-Detect, Hardware и поставим себе, например, какой-нибудь другой сокет, другой проц, ну или даже вот такой вот. Изменим нашу материнку, да, что-нибудь просто поменяем вот здесь. И нажмем ОК. Давайте проверим. Изменили ли наши текущие, повлияли, точнее, наши текущие изменения на изменение параметра HVID? Ну, вот видите. Мы хоть и записываем сейчас видео, а апдейты Windows все равно решил установить. Вот, чтобы не попасть в такую задницу, лучше установить все изначально на материнской машине. На материнской гостевой машине. А я пока поставлю запись на паузу. Все-таки 1 гигабитный интернет дает свои преимущества. Итак, давайте открываем наш антиOS и смотрим, получилось у нас изменить HVID или нам нужно еще что-нибудь поменять. Вот он наш HVID, да? Давайте его выделим, копируем. Так, и вот сюда, соответственно, его вставляем. Как вы видите, он у нас изменился, да? То есть HVID у нас другой. Все окей, все в порядке. Обратите внимание, что у нас UUID вернулся к своему первоначальному значению. Почему? Потому что когда мы изменили железо, у нас под это железо, соответственно, подтянулся и дефолтный UUID. Поэтому, если вы хотите менять, то лучше менять все скопом сразу. То есть поменяли железяку и в самом конце, вот самый конечный пункт у нас, поменяли UUID. Обращайте на это внимание, потому что это важно. Но, опять же, повторюсь, гайды для антидетекта, вот которые основной сейчас, и вот этот мой небольшой подкаст,
они устаревают очень часто даже до выхода даже до своей публикации на YouTube. Почему? Потому что, например, когда вы будете смотреть вот этот видеогайд, уже может существовать система рандомизации при клонировании, да, и не нужно будет это все делать вручную, можно будет это все сделать полным автоматом. Но для тех, кто хочет делать все самостоятельно, ручной ввод будет всегда доступен. Так что я думаю, что с этим вопросом мы с вами уже разобрались. Да? Давайте мы сейчас с вами перейдем на вот эту вот вкладочку, на вторую, и посмотрим, что нам здесь нужно менять. У нас, обратите внимание, у каждого параметра есть чекбоксы, да? Вот эти вот такие квадратики с галочками. И только у параметра system_sn нету галочки здесь. Почему? Я убрал это первоначально самостоятельно, да? Для того, чтобы пользователь не ловил интерактивный shell. Вот то, что мы с вами видели сегодня в какой-то части из нашего подкаста. Да? Давайте мы сейчас поубираем все другие галочки и оставим только галочку system_sn. Да? Вот смотрите. Вот мы поставили эту галочку. Нажимаем Change ID. Итак, пошла у нас смена номера системного диска. То, что оно пишет не изменен, это, соответственно, галочки же у нас не стоят, поэтому он нас предупреждает, что вот такие вот параметры у нас они не изменены. Хотим ли мы перезагрузить компьютер сейчас? Конечно, хотим. Нажимаем Yes. И посмотрим, появится ли сейчас наш интерактивный shell или нет. Или Windows еще будет долгое время морочить нам голову со своими апдейтами. Вот неприятно, когда это случается в процессе работы, да? Особенно, когда хочется поработать быстро, а тут нужно обновить операционку. Так что просто не забывайте. Скоро у нас уже должна быть новая редакция Windows, поэтому надеюсь, что на некоторое время мы забудем про апдейты. Ну, а пока приходится работать с тем, что есть. Поэтому лучше обновиться с самого начала. Я инициирую Hard Reset, чтобы долго не ждать. Загрузка пошла и без интерактивного шелла. Да, то есть все работает. Окей, давайте тогда мы сейчас с вами запустим AntiOS и поставим вообще все галочки. Да? Попробуем, может быть нам, когда поставим все галочки, получится вызвать не ошибку, а вызвать интерактивный шелл, который многие считают за окно ошибки. Кстати, я не знаю, интересно, почему shell посчитали за ошибку? Напишите в комментариях к этому видео. Кто почему посчитал, что это ошибка? Там же даже слова error нет. Ну, ладно, каждому свое. Так, ставим, все галочки у нас стоят, ставим мы system_sn, нажимаем Change ID. Ждем, пока все пройдет. Все, можем перезагрузиться, да? У нас все прошло. Тут у нас все окей, да? Окей, перезагружаемся. Может быть, сейчас у нас получится поймать shell. Я опять не буду ждать, пока Windows здесь придет в себя. Ну, прошу прощения, я хотел показать его все-таки, но почему-то у меня все работает. Хотя есть у меня еще одна идея, которую мы сейчас с вами попробуем. Завершаем нашу работу операционной системы. Но если это не поможет нам вызвать интерактивный shell, тогда я не знаю, что нам поможет. Переходим в Hardware, Drives, выделяем наш диск и ставим ему какие-нибудь параметры. Да? Так, все, 3 параметра у этого и 6 у этого. Это параметры нашего винчестера и дисковода.
Вот мы их изменили, может быть, сейчас у нас получится вызвать shell. Вот, получился у нас shell. Супер, классно. Мы сейчас фактически, мы изменили сейчас наш диск, да, то есть мы изменили данные нашего диска. Давайте зайдем, посмотрим. Вот они. Мы их взяли и поменяли. Соответственно, теперь у нас система не знает, откуда загрузиться. Давайте я увеличу, чтобы всем было хорошо видно. Вот. Что нам нужно сделать? Мы можем прописать здесь скриптик для загрузки. Вот. Но, повторюсь, как мы с вами делали раньше, пишем exit. Нажимаем Enter. Теперь Boot Manager. Нажимаем Enter. И как вы думаете, откуда нам загрузиться? Вот здесь у нас сейчас есть два носителя, вот таких вот. Да? Один из них является фейковым. Давайте попробуем, с какого у нас получится загрузиться. Выбираем первый у EFI. Нажимаем. Не грузится, да? Окей. Нажимаем, выбираем второй. Ошибка. Окей. Нажимаем Enter. И все пошло. Та ошибка, которую вы видели вот только что, да, синий экран с... Так, у нас огромное разрешение экрана выставлено здесь, огромный масштаб точнее. Та ошибка, которую вы видели сейчас на экране, ошибка операционной системы за номером 0x70E, она свидетельствует о том, что был поврежден или изменен загрузчик операционной системы. После того, как мы нажали Enter, у нас все заработало. Так что еще раз повторюсь, для тех, кто поймал shell, например, не знает, что с ним делать, Exit, Boot меню и вперед к загруженной операционной системе. Итак, вопрос с антиОСом, я надеюсь, мы с вами разобрали. Можно переходить к следующему. Давайте уделим еще время утилитам, которые находятся в гостевых дополнениях, да, то есть на отдельном диске. Напоминаю, для тех, кто забыл уже, вот мы вставляем этот диск, да. Папка Tools. Тут есть утилита Antidetect DX. Давайте перенесем ее на рабочий стол, откроем. По ней возникают вопросы. Что это за утилита, зачем она нужна, как ее использовать и так далее. Данная утилита несет в себе очень простую функцию. Она использует технологию Windows Warp для эмуляции DirectX 10, DirectX 11. В первую очередь это необходимо для различного рода игр, в некоторых случаях для приложений. Так, тем, кто работает с веб-камами, да, им эта утилита прям нужна очень сильно. Как с ней работать? Я вам скажу сразу, у вас не получится с ней работать с браузером. Вот сразу скажу, не получится. Я ее сделал так, что браузеры с ней не работают. Давайте мы попробуем с ней как-нибудь поработать. Вот запускаем мы DXDiag. Да, то есть диагностик DirectX. Сейчас он проверит и запустится. Если долго будет запускаться. Не, вот он. Проверил нас, да, все окей. Итак, смотрите, вот у нас есть наша видеокарта. Вот у нас Intel HD Graphics, Manufacturer Intel, да, вот у нас, собственно говоря, наш main драйвер. И вот, что у нас есть здесь интересное. Обратите внимание вот сюда. Feature Level, да, D3, 9 нижнее подчеркивание 3, 9 нижнее подчеркивание 2, 9 нижнее подчеркивание 1. Что это означает? Это означает уровни поддержки DirectX, которые присутствуют в текущей системе. Иными словами, система в текущем своем виде поддерживает DirectX 9.1, DirectX 9.2, DirectX 9.3. Все. Давайте мы теперь поколдуем с помощью утилиты Antidetect DX. Закроем сейчас наш DXDiag. Открываем вот эту утилиту Antidetect DX и нажимаем Edit List. Вот здесь мы должны с вами будем сейчас добавить приложение, к которому будет применяться эмуляция с помощью технологии Windows Warp. Для этого мы перейдем с вами в папку System32 и найдем там утилиту DXDiag. Вот она у нас, да? В поиске нашли ее. Нажимаем Open. Все, больше нам ни черта не нужно делать. Нажимаем ОК. Следующее. Layer Control. Выбираем Force On. Далее DirectX Version. Мы выбираем версию, которую хотим эмулировать. В данном случае выберем максимально 11.1. Ставим Enable Warp.
Нажимаем Apply и ОК. Вот смотрите, у нас утилита вообще закрыта, да, Antidetect DX сейчас у нас закрыт. Работает он сейчас или нет? Хз, давайте смотреть. Открываем утилиту DXDiag. Ждем. Так, переходим на вкладочку Display. И смотрите, что у нас произошло. У нас произошла особая уличная магия. У нас видеокарта та же самая. Память ее выставлена на 4 гигабайта. Да, все окей. И уровни поддержки DirectX у нас изменились и добавились помимо 9.3, 10, 10.1, 11, 11.1 и даже 12 у нас добавился. Хотя я этого не собирался делать, но он у нас добавился. Соответственно, таким образом, с помощью утилиты Antidetect DX, которая находится даже в выключенном состоянии, есть возможность получить эмуляцию, соответственно, необходимой версии DirectX. Это, повторюсь, важно для игр, в некоторых случаях это важно для приложений. Для браузера вы не пытаетесь запустить, не получится у вас, сразу скажу. Для тех, кто хочет нормальную поддержку DirectX, это уже мы можем говорить отдельно и не в рамках данного видеоролика. Поэтому с этой утилитой мы разобрались. Да? Работает она полностью в офе. Для тех, кто не знает, что такое технология Windows Warp, технология Windows Warp позволяет использовать ресурсы процессора в качестве ресурсов видеокарты. Поехали дальше. На чему мы можем еще уделить внимание? Есть у нас такая штука, называется она Ninit. Да? И в скобочках вот я написал Beware of ShamFlood. Но никто не знает, что такое ShamFlood, как оказалось. Я хотел пользователей предостеречь, но, увы, они не предостерегаемы. Давайте мы с вами посмотрим, что за такое ShamFlood. ShamFlood, ShamFlood и так далее. Переходим. ShamFlood.com. Нажимаем Get My Identifier. Подождем. Не знаю, сколько ждать придется. Параллельно давайте еще Chrome скачаем. Edge хоть и родственник Chrome, но все же иногда нехороший он родственник. Иногда вот совсем хороший, с него все работает, а иногда, вот видите, показать на нем что-то не получается. Итак, заканчиваем установку нашего браузера. Скопируем адрес веб-ресурса. Не знаю, как вы, а я, например, разницы между работой виртуальной машины и реальной вот в браузере вообще не чувствую. Вот, видите, а в Chrome у нас все работает. И сейчас мы увидим немного магии. Кстати, эта магия действительно опасна. Действительно опасна, и то, что она не работает в Edge, да, вот как вы увидели, это является хорошим знаком, в отличие от того, что она работает в Chrome. Так что учтите, с Edge у вас проходимость будет все-таки лучше, чем с Chrome. Это однозначно. Ну а сейчас у нас закончится тест. Вот смотрите, что это такое? Офу-фу-ву-ву, да? Что это значит? Какие-то непонятные приложения тут, да? Ни хрена, короче, непонятно, правда? А ну давайте мы с вами сделаем теперь такую фишку. Давайте, вот, ну запомним, да, OFWWW. И ни одно приложение у нас не видно. А давайте мы сейчас с вами, вот смотрите, у нас есть тут, например, вот я вижу Telegram.
Чё бы нам не скачать наш Telegram, да? Так, запускаем Telegram. Есть. У нас теперь есть Telegram, да? Давайте попробуем еще раз нашу страничку обновить. Хотя, нет, давайте перезагрузим браузер. Так будет лучше. Вот, он все равно у нас узнает, да? Давайте еще раз попробуем. И подождем. Вот смотрите, у нас на нашем компьютере, я расскажу, что такое SEMFlood, да? В веб-ресурсах есть возможность определить используемое на нашем компьютере программное обеспечение благодаря проверке используемых протоколов. Протокол для связи может быть абсолютно у любой программы, да, это не является чем-то таким сверхсложным, поэтому определение этого специфического протокола будет свидетельствовать о наличии этого специфического программного обеспечения. Кстати, интересно, а вот откуда у нас Skype взялся, да? Не задавались вопросом таким? У нас же не было вроде бы Skype. Давайте посмотрим. А у нас есть Skype. Windows у нас поставил Skype. Классно. Соответственно, давайте теперь прикинем себе. То есть, если у нас, например, чистая система и не установлен Telegram, а установлен только Skype, то веб-сайты это увидят. Правильно? Правильно. Соответственно, будет у нас определенный отпечаток. Давайте вот посмотрим, что здесь. Это, поймите, это абсолютно не полный список всего программного обеспечения, которое можно действительно идентифицировать. Идентифицировать можно в десятки раз больше популярных программ и, соответственно, благодаря им составить уникальный отпечаток пользователя. Вот такого рода. Я, конечно же, ввел сюда программу Ninit, да? Программа Ninit — это так называемый как пакет программного обеспечения для автоматической установки. Удобно, классно, но все же я бы каждому пользователю рекомендовал этот пакет создавать индивидуально под себя. Поэтому я вот в скобочках и написал осторожнее, потому что есть SEMFlood, и благодаря ему есть возможность, соответственно, вас идентифицировать. Поэтому не ставьте одно и то же приложение, вот сотню пользователей поставили этот один и тот же Ninit, да, один и тот же пакет программ. Но и получили они фактически один и тот же отпечаток. Нахрена такое делать? Так никто не делает. Поэтому для тех, кто хочет быть умным, запомните, что есть вот такая возможность. У веб-ресурсов есть возможность получить список программного обеспечения, которое установлено на вашем компьютере, благодаря определению используемых протоколов. Поэтому, чтобы у вас был ваш какой-то уникальный отпечаток, сделайте себе свой уникальный Ninit. Или просто, да, для тех, кто не настолько ленив, можете скачать себе, например, набор какого-то программного обеспечения, там 50 программ, например, да, и просто на каждом клоне эти программки ставить отдельно, да. Таким образом, у вас, соответственно, и отпечаток этого SEMFlood будет изменяться. И благодаря этому вас нельзя будет идентифицировать. Почему так важно серьезно относиться к этому, да? Я вам расскажу почему. Вот смотрите, переходим мы в Edge сейчас. Давайте перейдем в Edge, пока у нас софт ставится. Мы скоро, кстати, проверим, да, видит его сайт или нет. Итак, открываем Edge и переходим мы опять же на сайт SEMFlood, да. Посмотрите, пожалуйста, кем он был найден. Fingerprint.js. Что это такое за компания? Fingerprint.js мы обсуждали с вами еще в 2015-2016 году. Потом мы обсуждали доклады Валентина Васильева, который, собственно говоря, и изобрел эту технологию. И вот смотрите, чего за несколько лет добился Валентин Васильев. Честь ему и хвала, но многие его ненавидят. eBay
Target, US Bank, Booking, Agoda, Western Union. И этот список можно еще продолжать и продолжать. Это те веб-ресурсы, которые используют Fingerprint.js. И, соответственно, найденная ими технология SchemFlood используется или нет, как вы думаете? А это уже вопрос. Но это можно выяснить, в принципе, с помощью анализа исходного кода, да, можно определить, какие есть возможности и так далее, но все же я обращаю ваше внимание на то, что к этому необходимо относиться действительно серьезно, а не спустя рукава. Итак, ну пока у нас идет установка нашего дополнительного программного обеспечения, давайте мы все-таки еще раз зайдем в Chrome сейчас и проверим, что он там поменял. Видите, у нас пока тот же самый отпечаток. Хотим еще раз попробовать. И давайте посмотрим, что он теперь найдет у нас. Так, Skype нашел. Zoom нашел. Ага. Смотрим еще. Telegram нашел. Steam нашел. Discord, торренты. Ну, что там сейчас ставится, что там Нинит сейчас ставит, я не знаю. Вот, но... Суть заключается в том, что отпечаток мы сейчас получим. Софт, который мы устанавливаем, он виден. Благодаря этому софту нас идентифицируют. Поэтому обращайте внимание на это. И лучше проверить себя.